В 2013 году в Сеуле под управлением небольшой компании Big Hit Entertainment дебютировала группа из 7 участников BTS. Вначале их воспринимали лишь как еще один мальчишеский коллектив, но никто не ожидал, что именно они изменят ход истории к поп и станут мировым культурным феноменом. За несколько лет BTS прошли путь от выступлений на маленьких сценах до стадионов, собирающих сотни тысяч зрителей по всему миру. Они не только покорили музыкальные чарты, но и оказали влияние на миллионы молодых людей, поднимая темы самоидентичности, борьбы с трудностями и веры в собственные силы. Сегодня имя BTS ассоциируется с рекордами Billboard, речами на Генассамблее ООН и армией поклонников под названием «Армия», которая стала частью глобальной культуры. Но путь к вершине был далеко не простым, и именно его мы раскроем шаг за шагом. История BTS начинается с мечты. Продюсер Бан Си Хёк, основатель компании Big Hit Entertainment, хотел создать группу, которая будет говорить с молодежью честно, без масок. Он видел, что в индустрии поп не хватает артистов, чьи песни отражали бы настоящие переживания подростков, страхи, сомнения, поиски смысла. Собрать команду было непросто. Сотни стажеров мечтали попасть в финальный состав, но только 7 ребят прошли путь от прослушивания до дебюта: RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чингук. Их объединяло одно – желание доказать себе и миру, что даже из маленькой компании можно вырасти в нечто великое. 13 июня 2013 года они вышли на сцену с песней «No More Dream». В тексте звучал вызов системе: «А какая у тебя мечта?». Для К-поп это было смело и рискованно. Но именно эта дерзость привлекла внимание. Пусть первые продажи были невелики, но в глазах поклонников зажглась искра. Это не были очередные айдолы с яркими образами, это были ребята, которые говорили о настоящем. Так появились первые поклонники, армия, которые увидели в BTS отражение самих себя. После дебюта BTS не остановились. Они выпустили серию альбомов Are You Late To и School Love Affair. Каждая новая песня напоминала манифест: «Мы такие же, как вы. Мы боремся, мы падаем, мы снова встаем». Темы давления в школе, первая любовь, страх неудачи – все это делало их ближе к слушателям. В 2014 году вышел первый полноформатный альбом Dark and Wild и начался концертный тур Red Bull Tour. Пусть это были небольшие залы, но для ребят каждый концерт был шагом вперед. На сцене они отдавали последние силы, и именно эта энергия завоевывала сердце фанатов. Но за кулисами было тяжело. Компания Big Hit боролась с нехваткой денег, клипы снимались с ограниченным бюджетом, а сами участники ютились в тесном общежитии. Иногда казалось, что индустрия не примет их всерьез, крупные агентства доминировали, и BTS выглядели чужаками. Однако именно трудности стали их силой. Вместо того, чтобы сдаться, они превратили каждую проблему в мотивацию. Для них сцена была не просто местом работы, это был шанс доказать, что даже из тени можно выйти к свету. Их вера в мечту и поддержка армии помогали идти дальше. В 2015 году BTS стояли на грани. За плечами были годы тренировок, дебют, первые концерты, но по-настоящему большой сцены они еще не завоевали. Именно тогда вышел альбом Most Beautiful Moment in Life, Part 1. Эта работа стала поворотной точкой. В песнях звучали темы юности, боли взросления, борьбы за мечту. Хиты I Need You и Run впервые подарили BTS серьезное признание. Они начали получать награды на корейских музыкальных шоу. Это был тот момент, когда мальчишки из маленькой компании впервые почувствовали, что их усилия не напрасны. Но за успехом скрывалась усталость. Постоянные репетиции, давление индустрии, недоверие критиков – все это могло сломить. Однако вместо того, чтобы сдаться, BTS сделали выбор – вложить в музыку всю боль, все сомнения и превратить их в силу. Концертный тур Most Beautiful Moment in Life on Stage стал для группы настоящим испытанием. Залы были больше,
а вместе с этим росла и ответственность. Каждый выход на сцену они воспринимали как шанс доказать миру: мы здесь не случайно. Для поклонников BTS стали голосом поколения. Для самих участников – прорывом, который показал, мечта становится реальностью тогда, когда ты не боишься идти вперед, даже когда все вокруг сомневаются. В 2016 году BTS сделали следующий решающий шаг. Альбом Wings стал для них не просто музыкальной работой, а символом выхода за границы Кореи. В песнях звучали темы соблазнов, выбора пути и взросления. Хит Blood, Sweat and Tears поразил слушателей своей мощной постановкой и глубоким смыслом, а клип за считанные сутки набрал миллионы просмотров. Этот альбом впервые вывел BTS в мировые чарты. Они попали в Billboard 200, что для группы из маленькой компании было почти невозможным. Но именно этот успех доказал, границы существуют только в головах. BTS начали масштабный тур Wings Tour, выступая в Азии, Южной и Северной Америке, а затем и в Европе. Залы становились все больше, а вместе с этим росла вера фанатов и самой группы в то, что их история только начинается. Но за блеском мировой сцены снова скрывались трудности: плотный график, физическое истощение, постоянное давление. Иногда участники признавались, что чувствовали себя на грани. И все же каждый раз, выходя на сцену, они напоминали себе: мы обещали не сдаваться. Мы обещали жить ради мечты. И именно эта решимость сделала BTS первыми из K-pop, кто начал прокладывать дорогу на мировой арене. Для миллионов поклонников они стали доказательством: даже если ты начинаешь с нуля, твоя вера и труд могут изменить все. В 2017 году BTS перешли на новый уровень. Серия альбомов Love Yourself стала для группы ключевым этапом. Песни DNA, Fake Love и Idol звучали не только в Корее, но и на крупнейших мировых площадках. Темы любви к себе, борьбы с внутренними страхами и силы самопринятия нашли отклик у миллионов слушателей. BTS начали ломать рекорды. Впервые они выступили на Billboard Music Awards в Лас-Вегасе и получили награду как Top Social Artist, опередив мировых звезд. Этот момент стал историческим. Корейская группа, еще недавно считавшаяся аутсайдером индустрии, вышла на сцену, где раньше доминировала только западная музыка. В том же году BTS выступили в штаб-квартире ООН, где RM произнес речь о важности самопринятия и призвал молодежь по всему миру говорить самим за себя. Для фанатов это стало подтверждением: BTS – не просто артисты, а голоса целого поколения. Фандом «Армия» превратился в глобальное движение. Люди разных культур, языков и стран объединялись вокруг музыки и идей группы. Это был не просто рост популярности, это было признание BTS как явления мирового масштаба. И все же, несмотря на бешеную славу, участники оставались верны своим принципам. Они продолжали писать песни, делиться личными историями и показывать, что за блеском сцены стоят обычные парни, которые просто верили в мечту. В период с 2019 по 2020 годы BTS достигли вершины, о которой мечтают все артисты. Альбомы серии Map of the Soul стали мировыми бестселлерами, а синглы вроде Boy With Love's Halsey показали, что их музыка способна объединять разные культуры и жанры. Каждый релиз сопровождался рекордами: миллионы предзаказов, сотни миллионов просмотров на YouTube за считанные часы, первое место в чартах по всему миру. BTS больше не были корейской сенсацией. Они стали глобальной группой, чье имя знали даже те, кто никогда не интересовался K-pop. Настоящим символом стал трек Dynamite в 2020 году. Это была первая песня BTS полностью на английском языке, и именно она впервые вывела группу на вершину чарта Billboard Hot 100. Для парней, которые когда-то жили в тесном общежитии и слышали, что у них нет шансов, это было доказательство: невозможное возможно. Однако пик славы пришелся на тяжелое время – пандемию. Мир замер, концерты отменялись. Но BTS нашли способ оставаться рядом со своими фанатами. Они проводили онлайн-шоу, выпускали новые песни, которые дарили надежду и тепло.
Миллионы людей по всему миру признавались, что именно музыка BTS помогла им справиться с одиночеством и страхом. Для самих участников это время стало подтверждением: сцена – не только про свет софитов, а про связь с людьми. Их успех показал, что популярность имеет смысл только тогда, когда она вдохновляет и объединяет. В 2022 году BTS объявили о паузе в групповом продвижении. Для многих фанатов это стало шоком. Миллионы людей по всему миру привыкли к их постоянному присутствию на сцене. Но решение было осознанным. Каждый из 7 участников хотел раскрыть себя как сольный артист, а также выполнить важный долг перед страной – военную службу, которая обязательна для всех мужчин в Южной Корее. Первым в армию отправился Джин, за ним последовали и другие. Несмотря на паузу, BTS не исчезли. Они продолжали радовать поклонников сольными альбомами и синглами. J-Hope представил проект Jack in the Box, RM выпустил философский альбом Indigo, Чимин завоевал чарты с Like Crazy, Шуга отправился в мировой тур с альбомом D-Day, Ви поразил публику мягкой и эмоциональной работой Льовр, а Чингук заявил о себе как о мировом поп-идоле с альбомом Golden. Каждый проект стал доказательством того, что сила BTS не только в единстве, но и в индивидуальности каждого участника. Они показывали, мечта не ограничивается рамками группы, у каждого человека есть свой путь, свои цвета и свое предназначение. Армия продолжали поддерживать их, зная, что после службы BTS обязательно вернутся вместе. И именно эта вера, как участников, так и фанатов, стала главным доказательством. Иногда пауза нужна не для того, чтобы остановиться, а для того, чтобы вернуться еще сильнее. История BTS – это не просто история музыкальной группы. Это путь 7 парней, которые начали с нуля, в маленькой компании, без поддержки крупных корпораций, но с огромной мечтой. Они превратили трудности в силу, сомнения – в мотивацию, а музыку – в язык, понятный миллионам людей по всему миру. Сегодня имя BTS означает рекорды, награды и мировое признание. Но главное их достижение – это влияние на сердце слушателей. Они научили целое поколение ценить себя, не бояться ошибок и искать собственный путь. Сейчас, когда участники находятся на паузе и выполняют военный долг, мир продолжает ждать их возвращения. И именно это ожидание показывает, BTS стали не просто артистами, а символом веры в мечту. Их история напоминает каждому: неважно, откуда ты начинаешь, важно, как сильно ты веришь в свою цель и готов ли идти вперед, несмотря на все преграды. А теперь вопрос к вам, зрители. Что для вас значит BTS и какая их песня изменила вашу жизнь? Напишите в комментариях. Ваше мнение станет частью этой истории.